Сейчас мы будем делать шумоизоляцию, ну или виброизоляцию дверей в Lexus. Буду потихоньку показывать, как вскрывать дверь. И начинайте с фонарика, вот с этого нижнего. Нижний фонарик открывается вот с этой стороны. Все, вот так. И вот он вот сюда выходит. Далее мы поддеваем вот эту мягкую накладочку. Снимаем, откручиваем вот этот шуруп. Затем нам надо снять вот эту накладочку, но я уже снял. Тоже поддевается вот таким способом и вытаскивается. Там у нас еще один шурупчик. Пульт кнопок управления открывается, просто поддевается и просто вытаскивается наружу. И под пультом кнопок управления у нас еще один четвертый шуруп. И последний шуруп у нас остается вот этот, третий. Ну и затем небольшим усилием тянем за карту на себя. С этой стороны потихоньку, вот так вот. И потом приподнимаем ее кверху. Ну и здесь все до банального просто. Мы сдергиваем фишки. Снимаем этот тросик, просто поворачиваем. И клипса кнопки двери у нас просто нажимается. Таким образом выглядит. Так выглядит штатная шумоизоляция в Lexus. Как видно, все проклеено. Полиэтиленки. В принципе, войлок неплохой. Можно убрать, можно наклеить поролон. Ну, в принципе, шумоизоляция меня в Lexus устраивает. И вот так выглядит со снятой картой. Вот эту накладку просто снимаем, поворачивая клипсы на 45 градусов. И снять вот эту надо скобу. У нас открывается вот такой вид. Ну, как мы видим, здесь у нас абсолютно голый металл. Накладка имеет какие-то ребра жесткости. Противоударные, скорее всего, я так думаю. Интересная особенность я видел. Может, я не прав, поправьте меня. Но я не вижу дренажных отверстий, куда вода должна уходить с двери. Я искал, так и не нашел. Большое желание было налить сюда воды и проверить. Но, как так говорится, очкую я. Значит, вот так у нас получилась виброизоляция на голый металл. Описывать процесс, я думаю, бессмысленно. Его сейчас в интернете там только ленивый не снимает ролики про него. Наклеил во все возможные места голые, обходя ребра жесткости. Как, в принципе, советуют блогеры, которые умеют это делать. Ну, вот так вот у нас вот получилось. Насколько правильно, напишите в комментариях. В принципе, делаю первый раз. Я не профессионал, любитель. Сейчас еще поверх сюда наклею мягкую упорку, вот эту 10 миллиметров. А сюда по внешней стороне я не буду клеить ничего. Мне, в принципе, пока шумоизоляция устраивает. Хочу только уйти от вот этого барабанного стука. По материалу ушло примерно 4,5 листика на одну дверь. Ну и вот такой эффект у нас получается. Здесь есть тоже шумка, но она ничто по сравнению с этим. А вот так шумит задняя дверь, которую мы еще не делали. Это прям как бронированная.
Все, наклеил я виброизоляцию, вибромат. X-мат 10 миллиметров. Вот так у нас все выглядит. И на этом с передней дверью я заканчиваю. Больше ничего делать я здесь пока не буду. Собираю все назад. И все же мое любопытство меня пересилило, куда уходит вода и конденсат с этих дверей. Вот там я открыл вот этот порог. Он, кстати, открывается книжкой. Сперва открывается вот эта часть боковая, а потом вот это на клипсах тоже сидит. Типа как книжка закрывается. И значит вода уходит у нас. Вот у нас есть резиновые такие заглушечки. Здесь вот раз, два и три. Вот они такие как клапана. Задняя дверь у нас держится на 3 шурупах. Один находится в ручке, другой под ручкой. И третий шуруп находится у нас под кнопкой. Кнопка открывается хитрым образом. Надо подеть лопатку туда и вот так вот нажать на язычок с этой стороны. И вот с этой стороны. Не знаю, такая нежная ткань. Все, вот он у нас вынимается. И почему вот так вот нажимается? Потому что у нас язычки вот с этой стороны. Видите, вот здесь язычок и здесь язычок. Он поднимается у нас сверху, то есть он не заходит никуда-то. Сняли дверную карту. Ну, здесь вот эта пластиковая заглушка уже без съемных клипс поворотных. Здесь уже на таких вот немного тяжеловато их отстегивать, но снимается. Ну и вот эту штуку надо тоже шумить. Я уже проехал. Как бы на передних дверях, вот здесь вот, которая тоже такая же пластиковая, ее надо прям антискрипом всю проклеивать, потому что она тоже дребезжит. Буду второй раз разбирать двери и подклеивать туда. Вот здесь на этой накладке есть антискрип, но вот эту тоже надо убирать. По задней двери у нас также барабан, прям большой-большой. И вот эта штука меня смущает, это ребро жесткости, которое гуляет само по себе, хоть оно здесь и на демпферах, на таких, но оно никак к этому не закреплено и тоже гуляет, живет сама по себе. Наверное, роль распорки какой-то играет. Больше я ее смысла не вижу в ней. Ну, в общем, задняя дверь получается вот так. Ну и вот таким нехитрым способом мы создаем дополнительные ребра жесткости на этой пластиковой накладке. И она у нас, соответственно, уже звучать начинает совсем по-другому. Довольно сложно наклеивается этот неподатливый материал. Вернее сказать, податливый, но очень капризный. Чуть что клей между собой склеивается. Очень капризный. Ну вот так вот получается. Мы сейчас сделаем виброизоляцию багажного отделения. Вот так у нас разложены материалы.
10 листиков шумов. Ну и вот здесь вот вы увидите, сейчас я вам покажу, здесь практически самое на что есть барабан. Потом все это тоже матом будем закрывать. И вот в итоге у нас получился вот такой результат. Хотелось бы, конечно, уйти от звука в крыльях, но сюда очень сложно добраться. И там очень большой слой ватина лежит. Как бы, может быть, и будет достаточно звука. Вот наклеил комфорт 10 от шумов. Все прикатано. В принципе, сильно не прикатывается. Делаю все в первый раз. Если смотрят ребята профессионалы, скажите, верно, неверно все делаю. Кстати, скажите, что сделать с буфером. Тоже его обклеить. Либо что с ним, либо пойдет. Скрыл я тут подкрылку, делаю шумоизоляцию арок. Ребята, значит, вот большой-большой вопрос. Как вот с этим бороться? Вы посмотрите, машина проехала-то всего 10 тысяч. По особо грязи я не езжу. Как оно здесь все это так сильно заморалось, я даже представить себе не могу. Значит, у нас здесь какая-то резиновая шумка есть. Здесь у нас голый металл. Здесь резина, какая-то пластиковая накладка, но там под ней толком ничего нету. Вот. Ну, клеить будем только вот эти места. Вот эти места будем клеить. Сюда смысла нету. Я не вижу, чтобы здесь какой-то был особый сильный барабан. Ну, наклею, как говорится, для спокойной души. Сам подкрылок у нас с каким-то ворсом. Но на него ничего не клеится. Я не знаю, на него, наверное, какую-то битумную мастику надо будет наносить, чтобы от него толк был. Я, конечно, с японцами спорить не могу. Они инженеры высокого уровня. Но в нашем регионе вот эта грязь, глина, она не вымывается у меня ничем, ни пистолетом. Вот как видите, вот эта часть, она более-менее чистая. А вот эта часть, вот, которая здесь тут, прям из-под колеса, вот она прям забита какой-то глиной. И приходится вот с помощью иголочки вот каждую, вот, потому что мне прямо она очень тяжело прям выходит. Это забита глиной. Мне кажется, это не самое удачное расположение для нашего региона. Поставить здесь радиатор. Может, кто-то по-другому как-то справляется. Может, поставить сеточку сюда еще дополнительную от грязи. Хотя от самой грязи это не спасет, от камней только. Но в итоге, как смог, отмыл. До конца 100% не отмылось, осталась грязь. Видно на просвет. Но место неудачное, еще раз повторю. И сделал такой тюнинг. Не знаю, насколько это поможет в будущем, но будем наблюдать. А так у нас получилась шумоизоляция. Ну вот в эти места, в которые летит вся грязь, я сюда все заклеил, сюда заклеил, кусочек сюда заклеил, с этой стороны. Ну, больше я пока не понимаю. Здесь, в принципе, смысла, мне кажется, нету сюда клеить. Может быть, я ошибаюсь. Заклеил крыло. Вот это полностью. Теперь оно у нас, ну, не знаю, есть ли смысл. Наверное, есть. Вот так я зашумил заднюю арку. Зашумел весь голый металл.
Здесь вот нанесен герметик заводской. На него очень сложно ложиться, приходится его обходить. В принципе, по звуку у нас глухо получается. Также вот эту верхнюю часть зашумел. Напишите, верно, нет.